Крупнейший коллекционный бот Nakama Card выпустил огромную коллекцию из 450 нереально красивых карточек по вселенной моей Геройской Академии. Множество красочных проработанных карточек уже ждут своих владельцев. Кстати, по словам разрабов, Героика на данный момент самая серьезная и проработанная вселенная, а тут их, поверьте, предостаточно. Это и One Piece, Джоджо, Наруто, Магическая битва, Восхождение в тени и множество других вселенных, которыми ты точно заинтересуешься. Обещали даже, что в скором времени добавят черный клевер. Так что залетай, собирай карточки, сражайся с другими игроками и врывайся в топ лучше. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Решающая битва Мидории против Шигараки Томуры продолжается. В предыдущей главе главный герой совершил передачу фактора второго мощным ударом по противнику, нанося действительно внушительный урон по душе Томуры, обходя сверхрегенерацию его тела. Но хоть этот отчаянный ход был ощутимым, вот только подобного эффекта на внутренний барьер Шигараки было недостаточно для победы. И сегодня Деку продемонстрирует то, чего я больше всего боялся. Все или ничего. Отчаянно сражаться или погибнуть. Ну а также напоминаю, что почитать свою любимую мангу Манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки и анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 415 глава манги моей Геройской Академии. Переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. А если у тебя есть возможность поддержать выпуск глав, тогда буду премного благодарен, и в знак признательности твое имя будет закреплено за главой и показано в ролике, обновляясь каждую неделю. Вот, например, люди, поддержавшие выпуск 415 главы. Предыдущей атакой по противнику с передачей причуды Куда воспоминания антагониста и протагониста начали стремительно переплетаться, всплывая неожиданными образами прямо посреди поля битвы. В этот раз, мчась атаковать Шигараки, главный герой видит образы Минеты и Цую во время сражения с первым и высокоуровневым Ному в корпусе USG, которого туда вместе с Шигараки телепортировал Курагири. Первый владелец одного за всех видит всю эту ситуацию и понимает, что атака второго и собственно его план стали переломным моментом в этой битве, из-за чего факторы ВЗО и ОЗВ начали резонировать с еще большей силой, налаживая воспоминания друг друга Мидории и Шигараки ускоренными темпами. После чего первый обладатель, обдумывая стремление своего старшего брата ВЗО, намеревавшегося заполучить сердце сильной воли для того, чтобы поглотить одного за всех, осознал, что сколько бы все за одного не старался, какую бы устрашающую силу он не заполучал, он так и не смог достичь своей цели, поскольку то самое сердце сильной воли, которое он искал, было у них, у людей, унаследовавших силу ОЗВ, героев, стремящихся всеми силами противостоять непреодолимому злу, не жалея собственной жизни. А поэтому, если им нужно победить самого сильного и грозного противника, порожденным этим злом, им стоит начать все с самого начала, и буквально собрав всю их непоколебимую волю в кулак, поразив сам фактор причуды все за одного. Ведь именно для этого, по его словам, и была создана сила одного за всех. После чего мы видим Деку, подобравшегося уже вплотную к своему оппоненту, который, собрав волю сопротивления всех предшественников, наносит решающий удар прямо по туловищу Шигараки. И да, ребятки, вы все правильно поняли. То самое свечение на руке Изуку означало, что он собирался нанести урон с передачей всех оставшихся у него факторов причуд. Если честно. В предыдущем ролике я предполагал, что для победы над Томурой Мидории потребуется решиться большей части причуд. Однако я думал, что главный герой оставит при себе хотя бы первого обладателя, ведь так у Деку останется сверхмощная грубая сила одного за всех, с которой всемогущему удалось стать символом мира. А вот только я совсем не ожидал, что этот безумец, а по-другому его сейчас не назвать, этот безумец решит совершить мощный удар, вложив все оставшиеся причуды для того, чтобы победить сильнейшего антагониста моей Геройской Академии. И мы видим, как все имеющиеся факторы Мидории, влетев с огромной скоростью, неумолимо стремились к ядру внутри сознания Томуры,
Томура единственной его слабости. Но тут рука Изуку и он сам внезапно отлетают от противника, вследствие чего ГГ впал в ступор. Неужели передача факторов была отменена? Но ведь урон все же был нанесен. И оказывается, Томура смог действительно отторгнуть самопроизвольную передачу фактора. Ибо, как сказал Банжа, раз уж его воля достаточно сильна, что он способен красть факторы одного за всех, то и отторгнуть у него их тоже выйдет. А значит, Деку теперь не сможет так просто наносить урон по душе Шигараки. Однако, когда причуды ОЗВ пробивали внутренний барьер противника, все же одному фактору, а именно шестому, удалось пробиться и нанести урон по ядру. И выходит, что положение главного героя сейчас не самое радужное, ведь единственное слабое место, по которому можно было нанести ощутимый урон, обходя сверхрегенерацию невероятно сильного тела Томуры, теперь стало не так-то и просто провернуть ударную передачу. Но благо антагонист был не полностью замкнут, и если добраться до основного тела, как это было с предыдущими двумя случаями передачи, тогда у Мидории все еще остается шанс нанести ему критический урон. Также Деку подметил, что совершить передачу факторов, касаясь рук Томуры, из которых он сделал для себя броню, невозможно. Потому что хоть эти руки и исходят из тела противника, но в конечном итоге они не являются его продолжением, как ногти или грязь на поверхности. Так что для передачи ГГ придется пробивать эту броню и лишь тогда, добравшись к основному телу, наносить ему урон. Но тут Изуку вновь увидел воспоминания Шигараки, но не те, которые были связаны с Лигой Злодеев или с их предыдущими сражениями, а с самыми ранними воспоминаниями противника, когда он еще был Тенкой Шимура, лицезрев тот самый момент, когда ВЗО увел за собой сломленного маленького мальчика. А значит, действия протагониста были верными, и душа Шигараки была уже близка к расколу. И теперь Мидории ни в коем случае нельзя было останавливаться, решив для себя, что несмотря ни на что, он продолжит пытаться пробивать внутренний барьер антагониста. Однако Томура, ощутив угрозу от своего оппонента, многократно усилив свою защиту, покрыв себя многочисленными пальцами просто невообразимых размеров. И вы не поверите, к сражению Деку и Шигараки наконец-то добрались камеры, а была она прислана как раз таки с той самой платформы UA, которая благодаря Тобите смогла без жертв спуститься на берег. Но прежде чем эвакуироваться из платформы, Хацума Мэй и Айба решили запустить тот самый разведывательный дрон для того, чтобы узнать, какова была сейчас ситуация у Мидории. Ведь для каждой из них он был по-своему дорог. И собственно благодаря этому дрону гражданским из убежищ стала доступна трансляция главного сражения. От происходящего на экране люди просто не могли подобрать слов, и среди них была Эри, которая тут же со слезами на глазах начала куда-то бежать. Да, ребятки, глава просто невероятная. Деку меня прям очень шокировал тем, что он ударил с намерением передать сразу все факторы причуд одновременно. Это действительно безумие, ибо представим, что если передача прошла и Шигараки получил бы чрезвычайно мощный урон, но вдруг для финального этапа, прежде чем пробудится Тенка Шимура или нечто еще, что добивается ГГ, Деку придется еще некоторое время сопротивляться остаточному проявлению Шигараки, и все за одного. Отдав все факторы даже первого, Мидория вновь станет беспричудным, тело которого вмиг рассыпется от малейшего толчка противника. Как по мне, это и правда необдуманное и безумное решение со стороны ГГ. Ну, на его бы месте я бы оставил себе хотя бы грубую силу ОЗВ для подстраховки. Еще очень интересно, что же задумала Эри. Она ведь и вправду так среагировала именно после того, как увидела бой Изуку. А вот только что она собирается сделать, пока неизвестно. Ибо сила Эри хоть и очень сильная, настолько, что она может даже лишить других причуд своим откатом времени. Однако же она совершенно не способна сражаться, так что увидим, что же нам приготовит Хорикоши в следующей главе. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите в комментариях, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк, подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока. Take the charge. Look at my passion ball. Take the charge. I'm standing in the fuck. Look at my passion ball.